Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 14 ноября. Сегодня у нас с вами вторник. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно прибыльный день. Обязательно положите это в карман и скажите определенные слова. Откройтесь достатку, изобилию и благополучию в своей жизни. Кроме того, вчера, 13 ноября, у нас в 12 часов 27 минут было новолуние, было в знаке зодиака Скорпион. И многие люди писали нам о том, что, как вы сказали, вот так все и проигралось в жизни. Девочки и мальчики, слушайте внимательно, думайте, анализируйте и знайте, где вам нужно подложить ту или иную соломку. Помните о том, что все зависит только от вас самих. Да, мы даем подсказки, мы даем рекомендации, но только вы сами создатель и творец своей жизни. Помните, пожалуйста, об этом. Давайте вернемся к сегодняшнему дню, к вторнику, 14 ноября, и посмотрим, что этот день нам ждет. Итак, вчера у нас было с вами новолуние, многие его прочувствовали на энергетическом плане, ну а сегодня уже начало растущей луны. Но обращаем ваше внимание, сегодня 30-е, 1-е, 2-е лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что луна сегодня уже в знаке зодиака Стрелец. А что же этот день нам несет в жизни? Давайте смотреть. Вы знаете, сегодняшний день нужно еще продолжать в первой половине дня строить планы. Мечтайте, думайте, визуализируйте. Представляете, что вы хотите видеть, чувствовать, пробовать в ближайшее время. Кроме того, смотрите, у нас с вами близится Новый год, у нас близится и великий праздник, Рождество. И очень важно, чтобы каждый из нас встретил именно это, именно Новый год и праздники, которые мы отмечаем, встретили радостно, на самой позитивной волне. И для этого нам нужно уже начать готовиться сейчас. Поэтому просто пропишите, что вы хотите. Кроме того, следующий год очень для многих людей будет важен. Забегая наперед, хотим сказать о том, что именно уже сейчас нужно готовиться к нему, думать, мечтать, планировать. Конечно же, будут корректировки, будет очень много изменений в жизни многих людей на нашей планете, в каждом государстве по отдельности и вместе. Да, это не тема этого видео, но просто чтобы вы понимали, что только вы можете сами изменить свою жизнь, свою судьбу. Мы даем только, вот знаете, как советы, как рекомендации, а ваше право это принимать или не принимать. Тут зависит только, конечно же, от вас. Обращаем ваше внимание, что если в вашем окружении есть пассивные люди, остерегайтесь их. То есть те люди, которые ведомые, которые не готовы стать лидерами, которые не готовы идти вперед, достигать своих целей, каких-то задач. Также в этот день некоторых люди, ввиду того, что энергии еще не хватает, будут подозрительными, мнительными, коварными. Поэтому будьте очень осторожны и внимательны. Кроме того, у людей сегодня может проявляться та фантазия, которая, возможно, у них даже ранее не приходила в голову. Поэтому будьте осторожны. Также сегодня, находясь на той же общественном транспорте, в общественном каком-то месте. Почему? Потому что люди зацепились просто за вас, могут до вас дотронуться, передать вам негативную энергию. При этом могут это сделать осознанно или неосознанно. Поэтому здесь ваша сегодняшняя задача просто прямо сейчас, вот вы прослушали это видео, сказать себе следующее: ангел-хранитель со мной, оберегай меня, никому не подпускай, в добрый путь направляй. Истинно да будет так. И просто сегодня время от времени. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы сами своими словами от чистого сердца благодарили ангела-хранителя, высшие силы за то, что есть в вашей жизни, что вам, знаете, то, что вы уже добились. Это очень важно. Почему? Потому что когда вы имеете что-то, обязательно нужно благодарить высшие силы, потому что вы работаете, знаете, как бы как команда. Многие думают о том, что вы работаете с теми или иными людьми, но это не всегда так. Мы все вместе с вами создаем определенные вибрации, и это помогает нам дальше двигаться. Обращаем ваше внимание, что именно сегодня, 14 ноября, первый день после новолуния, закладываются события этого месяца. Поэтому всеми силами, как только это возможно, настраивайтесь только на позитив, только на созидание, только на творение, чтобы те события, мечты, ваши желания
в ближайшее время получили хорошее развитие, и вы были счастливы, действительно, чтобы у вас все получалось. Но опять же, повторимся, все зависит только от вас. Также сегодня ни в коем случае нельзя экономить свою энергию, она должна бурлить и буквально фонтанировать, насколько это возможно. Тем самым вы можете преодолевать сегодня любые преграды в своей жизни. Ну а если эту энергию, вот эту жизненную энергию направить еще и в нужное русло, можете быть уверенным, что она не будет потрачена впустую, и вы действительно можете много чего добиться и сделать. Сегодня очень важный день, именно обращаем ваше внимание, именно день планирования, но как вы сегодня сделаете те или иные планы, все, что вы сделаете, обязательно в самое ближайшее время может кардинально измениться в вашей жизни. Поэтому здесь все зависит, девочки и мальчики, только от вас самих. Что же касательно бизнеса, что же касательно денег, то в этот день обязательно будьте лидером. Ни в коем случае не будьте ведомым человеком. Даже если вы по жизни не лидер, постарайтесь сегодня, возьмите книги, почитайте. Благо есть в интернете очень много интересной литературы. И просто прочитайте, вот что значит быть лидером. И попробуйте для себя уяснить. Потому что лидером не обязательно быть в компании. Лидером нужно быть в своей жизни. Вы должны понимать в этом разницу. Это очень важно. Также, если в вашем коллективе, где-то рядом с вами появляется какой-то негатив, раздражение, сдерживайте этого, убирайте, обязательно дарите людям улыбки. Даже если они, знаете, злятся на вас, они чем-то недовольны. А вот, друзья, во второй половине дня вы уже можете приниматься за самые сложные задачи. Главное, не бойтесь вот каких-то трудностей. Возможно, может быть у вас какие-то страхи, боитесь того, что вас кто-то осудит, кто-то вас не так поймет. Это ихнее дело. Ваша задача идти своей дорогой и преодолевать какие-то, возможно, трудности, получать новые навыки, знания и так далее. Также обращаем ваше внимание, что торговая деятельность, если вы в торговле, в сфере услуг, то может сегодня вам принести успех. Даже могут проявиться новые какие-то перспективы. Но с деньгами лучше сегодня проявляйте осторожность, так как день не подходит для решения денежных вопросов и, следовательно, возможны потери. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Также сегодня, 14 ноября, не стоит выяснять отношения. Почему? Потому что сегодня энергии, которые идут с космоса, они включают битву за лидерство. Поэтому сегодня важно, чтобы вы проявляли дипломатичность, мягкость. Также и очень важно, чтобы вы в этот день оставались при своем мнении. Да, вам будут пытаться навязать свое какое-то мнение, какие-то свои взгляды, но сегодня важно не меняться, потому что пройдет время, и вы поймете, что же было не так. Вообще энергетика этого дня настолько велика, что любые слова, которые вы сегодня транслируете, которые вы сегодня произносите, обладают достаточно мощной силой. Поэтому любые негативные высказывания могут привести сегодня к возникновению каких-то неприятных ситуаций. Поэтому даже если вас пытаются вывести, вам пытаются разозлить, ни в коем случае не проявляйте агрессии и негатива. Также обращаем ваше внимание, что во второй половине дня повысится работоспособность, возможны также благоприятные контакты и встречи. Если вам во второй половине дня сегодня приходят какие-то предложения, идут какие-то интересные звонки, не отказывайтесь их, все выслушивайте, именно выслушивайте, записывайте, но пока каких-то активных действий не стоит принимать. Также обращаем ваше внимание касательно здоровья. Болезни, которые начинаются в этот день, к сожалению, опасны. Но они протекают в то же время очень остро, и часто могут случаться травмы. Человек, который заболел в этот день и который слег в постель, будет поправляться с трудом, поэтому будьте осторожны, будьте внимательны в этот день. Также сегодня очень полезны баня, солевые ванны, физические нагрузки, а также занятия боевыми искусствами и йогой, если это любите и к этому у вас лежит сердце. Обращаю на это, девочки и мальчики, ваше особое внимание. Теперь давайте поговорим, что же нас ждет касательно стрижки волос. Стрижка волос в этот день не рекомендуется.
Почему? Потому что это может привести к различным заболеваниям, с какими-то проблемами со здоровьем или даже денежным потерям. Поэтому 10 раз подумайте о том, стоит ли вам сегодня уделять внимание стрижке волос. На что еще, друзья, обращаем на сегодня особое внимание. Сегодня нельзя проливать масло, потому что если у вас вот произошла именно такая ситуация, это говорит о том, что вы сошли со своего пути и не можете увидеть, прочувствовать своего предназначения. А вы знаете, что это важно. Одно дело, когда вы впустую живете, работаете, делаете что-то. Другое дело, когда у вас есть азарт, когда у вас есть мотивация, когда у вас есть вдохновение. Обращаем ваше внимание, что сегодня не стоит общаться с начальством, потому что ни к чему хорошему сегодня любые разговоры не приведут. Также сегодня не стоит менять место работы, потому что это день неподходящий по всем параметрам, не спешите. Если вы риэлтор или хотите продавать, давать рекламу, то сегодня лучше вообще забыть о каких-либо любых вообще вот операциях с недвижимостью. Обратите на это особое внимание. Также, если мы говорим с вами о застолье, то сегодня можно устраивать небольшие застолья, праздники, но здесь очень важно, чтобы вы понимали, ни в коем случае нельзя переедать. Наше здоровье, наше тело, это все-таки надо любить и уважать. Также сегодняшний день не подходит для зачатия, а вот физическая нагрузка, как мы сказали ранее, рекомендована и даже идеально подойдет. Также сегодняшний день не подходит для домашних дел. Вообще постарайтесь сегодня уделить внимание себе, своему настроению и тем желаниям, которые вы бы хотели реализовать и воплотить в свою жизнь. Что же касательно снов, то сны не имеют значения, они сбываются редко, но могут, знаете, стать такой своеобразной проверкой ваших сил. Давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 14 ноября. Девочки и мальчики, выпала очень интересная карта, которая звучит следующим образом. Эта ситуация уже разрешилась. О чем эта карта нам повествует? О чем она говорит? Эта карта говорит нам о том, что в какую бы вы ситуации бы ни оказались, или о той ситуации, к которой вы постоянно возвращаетесь, знаете, она уже удачно разрешилась, она уже удачно осуществилась. И вы беспокойтесь, вы переживаете, но это зря. Почему? Потому что все уже решено только в хорошем смысле слова, но ваша задача не спешить. Почему? Потому что в ближайшее время откроются перед вами новые возможности, и вы поймете, почему высшие силы эту информацию от вас блокировали. Иногда бывает так, что бы вы ни делали, вы не можете что-то узнать, понять, разобраться. И вы знаете, это неспроста, потому что высшие силы считают, что не все игроки отработали или прошли тот или иной путь. Помните, пожалуйста, об этом. Поэтому сегодня, именно 14 ноября, ваша такая вот важная задача — отпустить беспокойство, расслабиться. И вы должны помнить и чувствовать, знать, что все хорошо. Высшие силы, ваш ангел-хранитель, он с вами. И та ситуация, в которой, возможно, вы оказались, или которую вы так сильно переживаете, на самое ближайшее время разрешится. И разрешится все достаточно хорошо, что вас даже, возможно, очень сильно удивит. Также обращаем ваше внимание, сегодня не стоит беспокоиться по пустякам, каким-то мелочам, не стоит себя накручивать. Девочки и мальчики, очень многие почему-то считают, что если они сейчас себя накрутят, то вы должны понимать и то, что сегодня любое слово, фраза, оно имеет очень важное значение, и таким образом вы сами отправляете в свою жизнь вот этот негатив и эти деструктивные энергии. Вы их сами как магнит привлекаете. Надо это вам? Точно нет. Девочки и мальчики, и молитва, которую мы рекомендуем в этот день прочитать, звучит следующим образом. Я отдаю себе свои тревоги и заботы взамен на мир. Спасибо, что решил, и опишите ту проблему или ситуацию, которую вы так очень сильно переживаете. Своими словами проговорите, не забывайте об этом. И далее скажите наилучшим образом. Еще раз обращаем ваше внимание, что эти слова будут молитвой в описании к этому видео. Ну и так как сегодня прибыльный день, обязательно, девочки и мальчики, проведите одну простую, но в то же время очень действенную и эффективную практику. Для этого возьмите в любое время, даже если вы сегодня на работе, возьмите буквально щепоточку соли
и положите ее в карман. Нет у вас кармана, потому что вы не носите вещи с карманами, тогда возьмите в салфеточку и бросьте эту щепоточку соли, заверните и несите в сумке, возможно, в барсетке. И когда будете в вечернее время выбрасывать, вы можете выбросить в канализацию, можете выбросить в мусорное ведро, неважно. Скажите следующие слова. Кристаллы соли выкидываю взамен сильной энергии этого дня к себе привлекая. Они мне помогают и на правильный путь меня направляют. Эти слова будут, друзья, в описании к этому видео. Вот такой, друзья, у нас с вами замечательный, прекрасный, чудесный день. Мы всем желаем благополучия, изобилия и достатка. Обязательно ставьте лайк, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Девочки и мальчики, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся в следующем видео.